Привет, друзья! Вы на канале корпорация Зеленая планета. Я сегодня расскажу немножко подробней о вот этой чудо-технике. Получил я номер, если вы помните, у меня на Москвиче 8123, а здесь 3218. Прикольный номер. Итак, трактор Шифинг 244, SF 244C, китайский, заводской, как говорят, сборки китайской. Ну да, я смотрел в интернете, их завод очень здоровый, очень огромный. Там прям они производят трактора, мини-трактора, мини-комбайны. Резину, кстати, они тоже производят. У себя прям на заводе отливают. Вот тут даже где-то должно быть вот их знак, такой вот отличие. Вот. Так, ну, что я вам могу рассказать про этот трактор? Про трактор особо еще пока рассказывать нечего, так как прохожу только обкатку. Вот, ну, по основным узлам. Ага, хочу вам сказать, что, или напомнить, кто не знает, я приехал из города. У меня немножко совсем другое образование. В технике и в земледелии я полный ноль. Это будет вообще мое как бы новое обучение, скажем так. Я буду пытаться разобраться в этом сам. Ну, конечно, с вашей помощью. Вот. Так что прошу сильно меня не осуждать, если вдруг что-то я не так скажу или не так покажу. В общем, я только учусь. Итак, Шифинг SF 244C. Что мы имеем? Двигатель трехцилиндровый марки, какой тут UD, модель UD 385T, 17,6 киловатт, 17,6 киловаттный. Так, ну, воздушный фильтр в масляной ванне. Так, что тут еще есть? Полный привод. Так, бортовой передний мост. Вот это уже как побольше в больших тракторах. Так, генератор, два гидронасоса получается. Один идет на гидроусилитель руля, второй идет на навеску. Вот. Так, что тут? Задние колеса 9,5 на 24. Передние 6 на 16. 6 на 16. Так. ВОМ 524 оборота в минуту. Навеска вот такая вот. Ну, я думаю, что мое оборудование, то, что я накупил, оно потянет. Ну, не то, что потянет, оно по-любому потянет. Ага, вот еще тут есть такая, что-то там на прицеп, наверное, на еще какое-то. Но я еще, в принципе, не разобрался, и это мне, я думаю, ну, пока-то точно не пригодится. Вот, регулировка подъема опускания навески, навесного. Это из того, что я разобрался. Пониженная, повышенная, вверх повышенная, вниз пониженная. Блокировка дифференциала. Вот такой вот ручник, так называемый. Выжимаешь педаль и ставишь так на трещотку. Газ ручной, круиз-контроль тракторный. Так, передачи
коробка переключения передач, передачи 4 вперед, 4 повышенных, 4 пониженных. Вот. Ну и задняя. Повышенная, пониженная. Так. Что тут еще? Подключение переднего моста. Включение вала отбора мощности. По приборке у нас все запотело. Трактор на улице стоит. Так, по приборке давление масла, зарядка аккумулятора, охлаждающая жидкость и топливо у нас подмерзло немножко. Топливо и моточасы. Так, я наездил всего 5 моточасов пока. Обкатку надо 20 моточасов, потом замена жидкостей. А вот здесь у меня начало подтекать. Плохо зажат датчик давления масла. Вот начало масло отсюда бежать. Так что надо подтянуть. И если... Я звонил уже в гарантийный. Сказали, если не устранится подтяжкой, приедут, поменяют. Ну, в общем, заменят. Сказали пока ездить, где что, какая течь начнется, смотреть, следить. Если что, будут устранять. Ага. Еще вот отсюда у меня заметил. Вот масло тоже начинает подтекать. Как бы вот. Тоже надо за этим следить. Ну, как мне сказали, что это пока обкатка, это нормально. Не знаю, так ли это или не так. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это типа все притирается пока. И поэтому будет иногда где-то течь, где-то что-то. Вот так. Ага, здесь масса. Аккумулятор стоит на 100. Сейчас кто под капотом, что тут у нас? Капот открывается. Как, не знаю, как сундук старый. Ну, в принципе, фиксаторы надежные. Такие на ходу точно не откроются. Вот. Капот открывается очень легко. Можно сказать, одним пальцем. Вот. Так, тут у нас вот такой вот здоровенный аккумулятор. Китайский, 100 ампер часов. Так, здесь у нас это на гидроусилителе, я так понимаю, идет руля. Охлаждающие. Так, радиатор идет с такой вот решеточкой защитной. Для того, чтобы там мошкара всякая не забивалась. Вот. Что тут? Так, генератор, вентилятор, помпа. Это у нас топливный фильтр, по-моему, да. Это масляный. Вот такой вот двигатель. Масло тут даже какое-то, что-то тут, или что тут написано. Ну да, наверное. Сертификат. Сертификат двигателя, по-моему. Двигатель, да. Серия, номер двигателя. Год выпуска 2021. Вот. Вот этим трактором буду подготавливать вот это вот этот вот участок. Сейчас немножко потеплеет. Буду настраивать плуги. Не знаю, как правильно тоже делать. Столько уже видео посмотрел в интернете. И у каждого
свое понимание, как его правильно настроить. Ну, выберу какое-нибудь среднее. Мне понравилось там, не помню на каком канале, рассказывал, что правильная настройка плугов только в борозде. То есть въезжаешь, заезжаешь на поле, делаешь первый прогон, потом заезжаешь в эту борозду и уже начинаешь по ней настраивать. Не знаю, правильно это или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Ну и буду, если не получится в борозде, буду пробовать, как большинство видео показывают, заезжать колесами на возвышенность на ровной поверхности, имитировать колею и таким образом настраивать. Тут, видите, большой беспорядок пока на поле, на участке. Много всякого мусора. Но я повторюсь, мы приехали только вот зимой сюда. И весной уже. Участок я купил в прошлом году, но здесь как бы мы не занимались им. Поэтому весной, вот сейчас потеплеет, все вот это вот будет убираться. Все будет делаться красиво. Вот. Вот такой вот плуг у меня приобрел. Это Керланд. Ну, по крайней мере, написано Керланд. А Керланд это или нет, не знаю. Одному богу, наверное, известно. Вот. 2.20. Ну, мне будет вполне достаточно. Его приобрел культиватор. Тоже хочу приобрести фрезу, но пока очень дорого стоит она, не знаю. Пока у меня, наверное, все-таки не получится. Вот такой вот культиватор двухметровый или 2.10 он, по-моему. Ну, культиватор вроде такой мощный, можно навесать еще зубьев этих, главное, чтобы потянуло. Ну и вот такой вот опрыскиватель. Опрыскиватель мне как бы для работы будет в основном из того, что я задумал, из того, что я буду садить. Опрыскиватель мне будет в основном как бы нужен. Плуг и культиватор. Ну, подготовка поля. Вот. А в основном будет работа с опрыскивателем. Вносить удобрения какие-то минеральные. Вот. По листу для культуры. Все будет с опрыскивателем. Ну, вот тут вот такой, конечно, участок захламленный. Но ничего. Все это мы сделаем. Все это уберем красиво. Сделаем. Вот. Дом покрасим. А, вот это вот, кстати, это баня. Но она была уже новая построена. Вот недавно, повторюсь, если кто не знает, кто не смотрел мое первое видео, этот я участок приобрел вот как он есть. Вот с этими постройками. Человек уезжал за границу на постоянное место жительства. Ну, скажем так, мой знакомый знакомого. И продал мне этот участок за относительно по меркам, так как продавалось срочно. То есть моих сбережений, то, что я накопил, вот, работая на польско-белорусской компании, пока белорусов не попросили с этой компании. Вот. Хватило на покупку этого участка. Вот так вот, наверное, что я хотел сказать вам сегодня, рассказать. Такой как бы мини-обзор был трактора, плавно перешел в мини-обзор участка. Вот, ну, вернемся к трактору.
Дуга безопасности. Номер прикручивать. Задний фонарь светит хорошо. Ага. Еще, друзья, подскажите, пожалуйста, в комментариях по вот этим рычагам. Один ходит, то есть нажимаешь, он отпружинивает нормально, возвращается. Этот рычаг, кстати, вот с этой стороны у меня и подтекает. Вот, кстати, вот здесь подтекает. Этот же рычаг, вот я нажимаю, и он в том положении и остается. То есть надо рукой вытягивать обратно. И вверх то же самое. Вот, подскажите, это нормально или блин, что-то не то? Вот, может, поэтому и подтекает. Розетка есть на прицеп. Тоже прицеп очень дорогой, но прицеп надо покупать. Ну, вернее, покупать я не буду прицеп. Я тут придумал кое-что. Сейчас я вам покажу. Потому что очень дорого. У меня есть... вот там вот за москвичом стоит Toyota. Toyota, она не заводится. Не знаю. Я не механик, повторюсь. Вот, разбирать я ее не буду. Что там с двигателем, что-то, ну, не суть. Вот, так как прицеп не нужен, я возьму базу от этой Тойоты, шасси, ну, полкузова обрежу. Вот так вот обрежу, кабриолет сделаю. И где-то что-то по дну подварю. И будет у меня прицеп такой. Не знаю, что из этого получится. Ну, попробую сделать, если тут у меня тут есть местные люди делают, ну, вернее, разбираются в двигателях. Вот они придут, посмотрят. Если без шанса с этой Тойотой, то тогда будут резать, буду делать с нее прицеп. Вот. Вот такие вот. Так, друзья, еще хочу у вас спросить, что делать с яблонями. Вот у них вот такая вот болезнь. Ну, понятно, тут никто ничего не обрабатывал. Чем их обработать? Это надо счищать как-то или обрабатывать чем-то, или вот так вот счищать это все, этот мох. Потому что яблоки тут вот на этих яблонях вкусные, очень вкусные. Я их хочу сохранить. Вот. Ну, я опять все бегаю туда-сюда от трактора. То к полю, то к яблоням. Все-таки по трактору. Ну, что еще сказать по трактору? Такой вот ящичек. Ничего в комплекте не шло, просто ящичек. Вот. Зеркала очень большие. В принципе, складываются вот так вот. Нормально регулируется. Когда едешь не трясется. Все видно, все нормально видно. В этом плане все хорошо. Сиденье, ну, сиденье, не знаю. Сиденье как сиденье пока. Тоже, видите, фирменный их знак этого шифинга или шифенга, как там правильно. Вот, то есть они на этом заводе делают абсолютно все. Так, что-то я еще хотел сказать. Так, сцепление. По передачам хотел сказать. На пониженной первая передача, это, ну, я не знаю для чего она, только если, наверное, где-то откуда-то выехать. Если где-то подзастрял, потому что что-либо делать вообще на пониженных передачах, они очень-очень медленные. Ну, четвертая еще пониженная, еще там, ну, третья, четвертая. Первая, вторая, это, я не знаю, ну да, только выехать где-то, потому что что-то делать на ней невозможно. Улитка, наверное, быстрее
ползет, чем едет трактор на первой пониженной. Вот. Так-то, в принципе, покупкой доволен. Пока доволен. Пока, ну, доволен. Наверное, доволен из-за того, что это, во-первых, вообще первый трактор или какое-то вот эйфорическое состояние, поэтому как он себя покажет в работе, это, конечно, надо будет смотреть. Ну и, конечно же, еще надо научиться на нем работать, потому что я вот повторюсь, профессия моя немножко другая, вот, но обстоятельства сложились так, что другого решения я не нашел, кроме как заняться сельским хозяйством. Земля позволяет. У меня здесь 70 соток. Для начала мне хватит. А потом я еще постараюсь взять. Вот. Я думаю, все получится. Ну вот так вот, дорогие друзья, на этом буду заканчивать свой обзор. Хотел показать вам только трактор, а получилось, показал участок. Ну, почти все. Еще вот что заметил. Везде какие-то подкрасы. Трактор вроде новый, но компания, которая продавала, объяснила это тем, что трактор едет 3 месяца, где-то он там подбился, где-то подкрасился. Так тут я смотрю, тут красили, блин, как он мог побиться, поцарапаться под капотом. Тоже есть вопросы к этому. И то же самое, такое ощущение, как будто лазили в коробку. Вот, видите, герметик. Но если бы на заводе собирали, мне кажется, такого не должно быть. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот это вот все заляпано краской. То есть, как будто такое ощущение, как будто его полностью перекрашивали. Какой-то трактор 2021 года, и в этом году как будто его... Вон, смотрите, здесь все в герметике. Не знаю. Не знаю, друзья. Новый этот или компания меня немножечко надурила. Хотя да, сейчас каждый выживает как может. Хотя, да, кстати, еще такой. Компания говорила, что растаможка идет только через Беларусь. Но у меня много вопросов тогда, почему все наклеечки идут на украинском языке, а не на белорусском или на русском. Значит, этот трактор был ввезен в Украину, предназначен для украинского рынка. Вот, смотрите. Все надписи на украинском. Вот. Здесь. То есть везде. Везде на украинском. Везде, где есть наклейки, везде на украинском языке. Вот, пожалуйста. Все на украинском. А меня заверяли, уверяли, что нет, растаможен только для Беларуси, через Украину мы не возим. Ну, я задал вопрос, мне толком ничего не ответили. Отмахнулись на какого-то там Васю, Петю, Сережу. Сказали, звоните ему и спрашивать. Я попытался позвонить, никто трубку не взял. Ну ладно. Пусть будет. Я понимаю, да, каждый зарабатывает как может. Ну не суть. Главное, чтобы он работал. Вот. Ну тоже много вопросов. Вот смотрите, все на изоленте. Как может быть новый заводской трактор? Или это что, заводская изолента? Какой-то провод. Это какой-то они выводили провод. Это, наверное, подключали, может, какой-то датчик. Ну ладно. Но все равно вот тут резиночка такая уже оторвана уже. Ну,
Или он стоял у них с 2021 года, проржавел весь, что не подкрашивали. Потому что вот, ну, полностью все покрашено. Вот генератор закрашен, вот на брызг. Даже не читается он, табличка. Ну, не, читается. Все позакрашивали. Вот тут все закрашено. Вот видите, это надписи все в краске. Вот, пожалуйста, опять все на украинском языке. Не знаю я, что вам сказать. Вот, все, вот, пожалуйста. Вот это все. Все закрашено, все в краске, как будто... Ладно, я пойму, где-то поцарапали крылья, там подкрасили, там капот, ладно, хорошо. Но, как мне сказали, где-то трактор 3 месяца едет, поцарапался. Ну как он тогда под капотом поцарапался? Что вот здесь вот двигатель царапался под капотом. То есть очень много у меня вопросов к этой компании. Ну, как вопросов? Поэтому мне толком ничего не ответили. Вот вопросов по этой покраске мне отмахнулись. Ладно, это ничего страшного. Если трактор будет работать, то, конечно, проблем нет. Пусть он там, ладно, пусть он там немножко БУ, его немножко подделали. Но хотя за такие деньги, я вам скажу, не знаю. Тут сказали мне сделать независимую экспертизу. Если это на самом деле бэушный трактор, можно и судиться с ними. Ну, не знаю, друзья, как вы считаете, надо мне это, не надо? Если техника будет работать, или может я чего-то не знаю, может так и, ну, вот эти вот подкрасы, вот это вот все, вот этот герметик, который торчит, должен он торчать, не должен. Ну, мне кажется, ну, блин, мое понимание, ну, не может вот так вот с завода вот это вот что это такое вот, ну, герметик, куски герметика. Не может быть это с завода. Или это трактора, знаете, дают на обкатку, на обзоры людям. Они пашут, работают на них, потом возвращают обратно компании, компания подкрашивает и продает. Но тогда продавайте вы по другой цене, а не в ту же цену, как за новый трактор, который стоит по белорусским меркам, я вам скажу, очень дорого. Эта модель, ну необоснованно дорого она стоит, хотя на Украине, в Украине она стоит в разы дешевле, чем у нас почему-то. Да даже в России она стоит дешевле. Вот. Вот такие вот дела. А, ну да, вот здесь вот грузы такие. Вот, получается так, по 15 килограмм каждая плита. Это 60 килограмм спереди. И сколько килограмм, непонятно, написано на китайском. Кто знает китайский, что тут написано. Вот, еще вот такие вот догружатели. Ну, в принципе, тут ребра жесткости есть. В принципе, держится. Так-то сделан. В принципе, у меня вопросов, ну, как таковых. Вот основные вопросы, это вот почему он подкрашен, почему герметика столько. Почему? Кругом одно почему. В компании, которую я покупал, мне толком ничего пока ответ не дали. Вот. Сказали ездить, смотреть. Если что-то, звонить. Гарантия год всего. Не знаю, за год, если ничего. Ну а потом, как он начнет, ну, не будем о грустном. Не будем о грустном. Я думаю, все будет хорошо. Смотрел много видео на ютубе. В принципе, отзывы о этом тракторе неплохие. Поэтому я на нем и остановился. Но очень много вопросов вот по этим вот моментам. По подкраскам, по герметику. Ну все, дорогие друзья. На этом буду заканчивать. Вы были на канале Корпорация Зеленая Планета. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео. Будет почти в прямом эфире. Почти в прямом эфире моя жизнь
в деревне. Спасибо, до свидания, до новых встреч.